Джуля, добрый день, Добрый день, Геннадий. дорогие путешественники во времени и исследователи неизведанного. Добро пожаловать на сеанс исследования, где в качестве инструмента мы используем регрессивный гипноз. Сегодня мы вместе приоткроем некоторые забытые тайные истории. Если вы чувствуете, что ваша энергия нуждается в глубокой перезагрузке, знайте, что мы можем предложить вам персонализированные услуги по энергетической и эзотерической чистке как посредством онлайн-сеансов, так и посредством фотографий. Сегодня Джулия войдет в состояние глубокого гипноза, не зная предмета исследования. Я решу, куда мы пойдем, и она узнает все в режиме реального времени. Итак, расслабьтесь и приготовьтесь к трансцендентному путешествию. Желаем вам захватывающего просмотра. Джулия, если ты готова, предоставь своему телу самое удобное положение и расслабляйся. А теперь на счете 3 ты подключишься ко всей информации, связанной с чашей Грааля. 1, 2, 3. Теперь на счете 3 ты мне скажешь, что первично, сама чаша или идея, которую она представляет. 1, 2, 3. Чаша первична. Идеи, легенды потом. Сама чаша. Да. Очень хорошо. Из какого вещества был создан настоящий Грааль? Известен или нет это вещество нынешней науки? Ты можешь отключить еще раз информационное поле, потому что на меня сыпется Хорошо. столько разной На счете информации. 3 вся информация из всех каналов информационных разделяется на две части. 1, 2, 3. Первая часть будет истинная информация, а вторая будет искаженная. 1, 2, 3. Есть. Так. А теперь отключаешься от тех, которые искаженная информация на счете 3. 1, 2, 3. А теперь на счете 3 ты скажешь, что первично, сама чаша или идея, которую она представляет. 1, 2, 3. Да, это чаша первична. Мгм. Из какого вещества, неизвестного нынешней науке, был создан настоящий Грааль? Или известно? На счете 3. 1, 2, 3. Из серебра. Из серебра. Оно с примесью титана и примесью
Кристаллы там были какие-то влиты, но 90% там серебро. Так Серебро. как, так как оно само по себе металл, который держит высокие вибрации. Он несет в себе магическую силу Титан. Для чего? для активации того, что находится в сосуде, для сохранения. Есть еще третий металл. Да, я считываю, что что-то там есть, какая-то примесь. Эта примесь знакома или незнакома? Незнакомо. Незнакома. Это примесь, она с Земли. Нет. Мгм. Какие там камни находятся на чаше? Рубин Рубин. один. Он единственный камень. Да. Хорошо. В какой точке пространства времени произошло его рождение или явление? 1, 2, 3. Эта чаша, она была в руках у богов. Она переходила из одних рук в другие. Я вижу египетских богов, греческих богов. Если просматривать временную линию, почему-то такое ощущение, что оно идет очень быстро одно за другим. Если мы в истории тысячами считаем, тут я бы считала столетиями, как искажение истории, как искажение всего, что мы знаем, для того, чтобы сделать иллюзию, что это генерация людей, это цивилизация людей, которая здесь и сейчас. Чтобы историю сделать дольше, чем она на самом деле была. Приписывались временные тысячелетия. Мне показывает, что эта чаша, она имела огромную силу. О сущности, которые мы называли богами. Это космические пришельцы, которые были намного сильнее и намного развитее, чем человеческие
как человечество. Они использовали эту чашу. И она переходила как символика и как артефакт из одной религии в другую. Я бы сказала, как передавали флаг из руки. Одна религия захлопывалась, другая раскрывалась, и Грааль переходил как передовой значок, как символ из Только, одной религии в только как другую. символ или еще в физическом? И в физическом тоже, да. В физическом тоже. Оно было физически, а потом он стал символом. Помнишь первый вопрос, который ты спросил? Это была чаша или была идея? Сперва была чаша, потом осталась огромная легенда, переходившая с одной религии в другую. Да, Настоящий Грааль, а он внеземного происхождения? да. Является ли Грааль только физическим объектом или еще энергетической матрицей или сознательной сущностью? Что ты скажешь на этот счет? На счете три. Один, два, три. Энергетически, да. У нее такой же разряд и на тонком плане, и на физике. Она подпитывает из физики в тонкий план, из тонкого плана на физику, чтобы поддержать и идею, и энергетический посыл. Я бы не сказала, что у нее есть осознание или какая-то сущность живет в ней. Она по себе как энергия, которая дает силу тому, который держит ее в руках. То есть какой-то объект, который имеет какой-то заряд, который может переходить от нее к Да, кому-то, да? да. И укрепляет того, в кого руках оно находится, как символ. Если взять почему-то мне, вот когда я говорю про чашу Граля, я вижу ее как чашу, но символически мне показывает католическую церковь, католический костел, так как я не была в других, и там есть тоже чаши как символ. И вот эти артефакты, которые очень напоминают Грааль, вот чашу Граля. И мне идет, что это тоже как подражание, и э, они пробуют взять эту энергию и соединиться с силой Граля. То есть чисто по Э, символу, да? да, символически. Мгм. У кого есть чаша, у того есть сила. И вот мне просто показывает, как
священник поднимает чашу вверх перед тем, как объявлять трапезу крови и тела. Вот мне сразу показали. И манипулировать. Хорошо. А теперь на счете 3. Эта чаша перед тобой. 1, 2, 3. Какова ее истинная форма? Изначальная форма. Может, она и еще изначально была скрыта от человеческого глаза? Если смотреть, она где сама вот верхняя чаша, вот эта Мгм, края, она немножко как лодочка. мгм, Она не круглая, а вот такая с изгибом. мгм. А все остальное она на ножке На тоже. ножке. Мгм. На ножке. И потом такой немножко. Ну, как бы она своей формой не очень-то разделяется от обычной чаши, кроме того, что у нее вот этот э, Продолговатый. продолговатый вид, да, как лодки, и вот в одной стороне там продлененный такой красный рубин. Мгм. Все. Больше она как бы ничем не отделяется. А какой объем у этой чаши, если налить в ней воды? Сколько воды там поместится? Ну, я бы так сказала, 300 грамм. 300 грамм. Мне Как так тихо говорит 330. 330? Хорошо. В чем заключается механизм целительной силы ее, этой чаши? Высоковибрационная она. Вот тот элемент, который э, связывается с серебром и титаном, он это соединение, оно дает вибрацию. Вот если подойти ближе, увеличивается э, сердцебиение, Мгм. увеличивается дыхание, ускоряется кровотечение, как бы. И вот вся кровь наполняется каким-то элементом, что у тебя включается как эйфория и необыкновенная сила. Я бы сказала, может, какой-то адреналин, по моему понятию, что вот кажется, я могу поднять абсолютно все и сделать что-то такое, что я вот в нормальном состоянии даже не подумала. Мгм. Сила какая-то огромная появляется у меня. Такое ощущение, что я как великан становлюсь Эта сильно. сила, она исходит откуда? От самой Она чаши? активирует во мне силу То есть великана. это
как активатор, как личный ресурс, да? мгм, активация идет моего личного ресурса, да. Мгм. Так, и этот ресурс, он истощаем, нет? Нет, он мой, Он твой. он истинный, он закрытый. Я так понимаю, что если в человеке есть закрытая злоба или обида, она увеличивается настолько, что он может стать тираном, если есть закрытая сила добра, ты можешь идти и творить чудеса. Все тебе повластно. Что именно он трансформирует в том существе, которое обладает или пьет из него? Я сперва думала, что вся идея есть в том, что вот налить и пить что-то. Но сама чаша, она трансформирует все вокруг. И, конечно, если ты нальешь воду, вода, она запоминает информацию лучше всего, и она в себя записывает всю информацию, которая несет сама чаша. И если ты пьешь воду из этой чаши, вся информация заходит в твою каждую клеточку Мгм. через воду и остается. То есть через руки, прикасание информация проходит одним образом, а через воду, когда ты берешь внутрь, это уже входит в каждую твою клеточку, каждую молекулу и раскрывается твой закрытый потенциал, хороший или плохой, это уже зависит от самого человека или той сущности, которая держит ее. Так, является ли Грааль источником энергии, аккумулятором или проводником? Я бы сказала, и энергия в нем самом заложена. Мгм. Это не то, что он подключается к чему-то. В нем самом есть как атомный реактор. Или он какой-то просто активизатор? Ну да, мы все взаимодействуем с пространством. То есть э, каждый объект, субъект, он имеет энергию. И даже мы, не задумываясь, проходим через э, скамейку, садимся на нее и берем энергию, которая заложена там прежде человеком, который сидел там 5 минут назад, и мы Или забираем это. изготавливал? Изготавливал одно, но даже если человек присел туда, Мгм. и ты сел на то же самое место, и ты даже не задумываешь, откуда у тебя грусть появилась. Мгм. Э, Если говорить про Грааль, в нем просто неземная энергия, неземная сила, которая активирует в тебе огромный потенциал. И он лечит уже. Как активирует, так и убирает. Это от намерения твоего тоже зависит. Да, Какую пищу или питье он на самом деле предоставляет?
вода. То есть чисто вода. Потому что все остальное это идет искажение. Мгм. И получить самый лучший результат это от первоизначальной чистой природной воды. Там вся информация. Если взять вино или пиво или что-то сладкое, это уже есть добавки и искажения. Мгм. Это материальная или духовная вода? М, Жизнь у нас многомерная. Мгм. И ты очень хорошо знаешь, какие чудеса мы можем творить в тонком плане. И через неделю-две эти чудеса переходят на физику. Там все быстро, на физике немножко дольше, пока доходит. Также и та же самая вода, и тот граль, который есть на тонком плане, на информационном плане. Какую воду там зальешь, ты можешь ее использовать. Ты можешь с ней соединиться. Если получаешь такое благословение от Граля, от чаши Граля. Физика не идет, что эта чаша спрятана в светлых руках. И про нее информация закрыта для того, чтобы ее не нашли и не взяли захватчики. Но в первую очередь это Ватикан. Эта чаша, она, даже если захочешь считать, где она, это невозможно. Использованные старинные способы закрытия известны только тем людям, которые остались из прежних цивилизаций и принесли это знание до наших дней. Это знание, оно невозможно открыть для захватчиков. И оно сохраняется в человеческих руках, пока она находится у человека, у людина, Земля не может быть уничтожена. Это как сила Земли, это как логос. Пока у них нету этой силы, Земля не может быть уничтожена. Как Грааль взаимодействует с ДНК и тонкими телами человека? Восстанавливает до изначального состояния, такого, какого был изначально придуман Творцом. Мгм. Я про ДНК проговариваю, про тонкие тела. Они восстанавливаются, и восстанавливается защита
защита и в тонком плане, и на физике. Я бы сказала, те люди, которые сохраняют Грааль сохраняет людей, потому эта сила, она непобедима. Вот это и есть та сила, почему никто не может ее найти. Светлые намерения, честь, совесть и достоинство человека, который защищает Грааль. И Грааль защищает человечество. Способен ли Грааль открывать портал или искажать пространство-время вокруг себя? Нет, это больше для усиления самого пространства, Мгм. для открытия порталов и всего остального есть другие инструменты, другие возможности. Мгм. Он идет как защита. Джулия, что мне мешает работать? Посмотри на счет 3. 1, 2, 3. Запрещенная тема. Запрещенная тема. Кем? Системой матричной. Я не признаю систему матричную. Эта тема для меня открыта. На счете 3 открывается вся информация, которая я имею возможность и право обладать. 1, 2, 3. Так как ты подключаешься через техногенную цивилизацию, интернет и вот все коммуникации ответственные, техногенные, это через это восприятие, они на тебя влияют. Какая частота ведущая в этом информационном потоке через интернет? Минусовая, Минусовая сколько? минус 38. Минус 38. На счете 3 я активизирую вибрационный шок. Плюс 38. Это канал связи. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Прочистилась канал? Да, прочистилась. Хорошо. А теперь на счете 3 ты мне скажешь, какой звук или вибрация соответствует Граалю. 1, 2, 3. Звук это идет ом, Угу. вибрация, триста 28. Триста двадцать восемь. Хорошо. Кем был самый первый хранитель Грааля на Земле? На счете 3
ты получишь эту информацию? 1, 2, 3. Гермес. Гермес. Какое величайшее деяние, не описанное в легендах, было совершено с его помощью? На счете 3. 1, 2, 3. Деяние Гермеса или Вообще, Граля? Мгм. что было, какое деяние было проделано кем, кем-то на земле? Оно должно быть величайшее. Это закрытая информация. Является ли эта чаша та самая, о которой упоминается на Тайной вечере? Нет, Это просто символ. да, Они совместили просто как символ. да. Это, это уже идет знание о ней, использование чаши как символ силы, но это была не та чаша. То есть это просто использование символа как величайшая вещь, Да, дорогая и обладающая многими возможностями. Почему Грааль был окончательно сокрыт от человечества? потому что он может поменять поток истории. Он может поменять поток времени. Тот, кто владеет Гралем, владеет землей. Несмотря на то, какие энергии вокруг и какие, кто владеет землей в первом плане. Это как ты знаешь, как мне идет, что когда Земля находится в темноте, как баланс, Граля держит светлые руки. Когда Земля находится в свете, как баланс, Граль держит темные руки. Это как для того, чтобы была гармония, чтобы держать гармонию, чтобы Как... не скатиться Мгм. вот в абсолютную крайность. Да,
Какое катастрофическое событие произойдет, если он попадет в недостойные руки в нашу эпоху? Разнесет Землю в тысячу миллионы кусочков, так как разнесли многие планеты до того, которые значатся еще в старых картах, но которых нет уже на физике. Это происходило и будет происходить, что планеты и звезды разрушаются. Но пока светлые руки держат Грааль, это не может случиться с Землей. Какая величайшая жертва была принесена ради сокрытия Грааля? Войны. Войны, они и есть самая большая жертва, которую человечество может принести. Какое ключевое знание о Граале было намеренно искажено или стерто с истории? Сделали легенду о ней. Никто не знает истину. Никто не знает, как есть на самом деле. А для того, чтобы напитать свой ум и любознательность, люди начали придумывать очень много легенд, рассказывать разные истории. То есть это преднамеренное искажение? Да, чтобы не забыть, оно идет из уст в усты, оно щекочет разум человека. Каждый, который находит какую-то информацию про Граля, чувствует в каком-то смысле удовлетворение и желание узнать что-то больше. Это как закодированная информация внутри человеческой клетки, что нельзя забыть. Нельзя забыть, но открыть тоже нельзя, потому что через память, вспоминание идет подпитка информационная этого, этой чаши человеческой силы. Куда внимание, туда энергия. И неважно, это правильно или неправильно, это иллюзия или просто какой-то сказ, рассказ. Она получает человеческую энергию, веру и любознательность. И пока это у человека живое, это как жива надежда в силу и могущество человеческого существа, как открытие тайны о том, какая сила кроется в человеческой сути. Не только та физика кости, 70% воды и кожа. Это намного больше. Немного больше в маленьком
теле огромная сила, которая кроется не в физике, а в чем-то намного больше. Где находится последнее пристанище Грааля в физическом плане? Это и есть закрытая информация, которую нельзя даже Джулия, проговаривать. на счете 3 я тебе сообщаю на тонком плане эту информацию. 1, 2, 3. Это считывается не только мной. Никому не надо это знать. Никому не нужно знать, да? Нет. Хорошо. Потому что система, она подслушивает, она Мгм. ждет, пока кто-то откроет информацию. Этого никому не надо знать. А теперь ты мне скажешь, Да, какие невидимые стражи охраняют его сейчас? это абсолютно физический человек. Люди, Люди. группа. Они не проявляются. Если на улице ты их увидишь, ты даже не подумаешь об этом. Они закрыты. Они закрыты непроглядом, этой невидимой силой, которая их охраняет до тех времен, пока человечество освободится. Какой внутренний барьер в самом искателе является главным препятствием его обретению? А никогда не надо искать того, что тебе не принадлежит. То, что тебе принадлежит, оно само тебе приходит. Ты его просто находишь. А если будешь искать, никогда не найдешь. Это гордыня, это желание управлять Обладать. и быть сильным, Обладать. обладать. Это азарт. Но это люди, которые об этом знают, они проверены временем, они проверены, они не зависят от системы. И их, Энергия. Мгм. мгм, да, Энергия Грааля. Она пробуждается или она всегда была активна? э, во время темноты Мгм. энергия Граля закрыта, и она спит. Если темные обладают ею, она не активна? А, они не обладают ей. Ты Светлый обладает. считала, что бывает в темные. Наоборот. Мгм. Ты помнишь, я проговорила, что она идет как передается из рук в руки системой, как значок, как символ. Когда Матричной системой? на данный момент нет, потому что на данный момент матричная система, она с вирусами, она захвачена. Э, и на данный момент матрица тоже захвачена.
идет очень большое искажение, а так не должно быть. Но все меняется. Есть ли какие-то копии Граалей? Очень много. Сколько всего подлинных Граалей существует? Подлинный — это один, оригинал всегда один, Мгм. а копии — это всегда копии. Коп- Кто делает эти копии? Кто угодно. И называл это Гралем. Мгм. Их много. Но истинный его один, он спрятан. Это как, если есть спрос, есть предложение. Мгм. Где-то кто-то кому-то продает, где-то кто-то от кого-то покупает, потому что они думают, что это не энергия, а просто вещь. А может ли Грааль проявиться не как чаша, а в иной форме в современном мире? Из тонкого плана, как сама энергия, она может обрести любое проявление, Любую форму? любую форму. Там все в свободном плавании, все как хочешь. Самое главное, что осталась та же самая энергия. На физике это другое. Уже что сделано на физике, остается таким, какой он есть. Сколько всего? Один ты говорила, да? Да. Что является его главным противником или антиграалем в метафизическом смысле? А это он сам есть баланс. У него нету как бы. Мгм. Понимаешь, там вот у нас есть свет и темнота, у нас есть хорошо и плохо, у нас есть добро и зло. А там, откуда это все пришло, там все есть воля Творца. И то, что ты проходишь, это опыт. А любой опыт, который проходишь, он важный. Без ночи никогда мы бы не порадовались днем. Без слез мы не знали, что такое радость. Это как дуальность. Это как противоположность. Это не лучше и не хуже. Это просто есть и помогает друг другу. Граль, он сам по себе. У него как у, у него нету противовеса. Он просто есть. Такой, какой он есть. Он Для, сильный. Мгм. Мгм. Для какого грядущего события человечество он предназначил? Вот на данный момент он держит баланс. Он держит стержень Земли. Вот эту энергию, которая не позволяет Земле скатиться. Мгм. Оно держит Землю для того, чтобы она могла восстановиться и пойти в другую сторону развития. Из тьмы переходить в свет. Какая
Какую роль моя душа играла в истории, связанной с чашей? Еще раз. Какую роль моя душа играла в истории, связанной с чашей? Очень давно ты держал ее в руках. Вот это было давно. Потому тебя и душит. Какое забытое знание Граля хранится в моей клеточной памяти? Еще не время открывать ее. Что моя душа должна вспомнить и исцелить через этот сеанс касательно этой тайны? Ко всему свое время. Не гони лошадей. Наслаждайся моментом здесь и сейчас. И не беги впереди поезда, потому что он может тебя раздавить. Какое Ты посл... наблюдай за знаками, прочувствуй и соединяйся со своим прошлым. Получай осознание в тишине, когда будешь один и когда сможешь услышать, тогда сможешь услышать то, что принадлежит только тебе одному. Это твой опыт и никого еще другого. Какое послание Грааль передает мне лично через телепатическую связь прямо сейчас? Или это касается только меня? Оно передает тебе. Это касается только тебя. Ты натворил очень много неправильного. И тебе придется это все исправить перед тем, как ты получишь нужную информацию. Хорошо. А теперь, Джулия, на счете 3. Отключаемся от этой тематики. 1, 2, 3. Как ты себя чувствуешь? Очень странно. Повышаем на счете 3 наши уровни энергии и вибрации до максимального значения. 1, 2, 3. Пошли туда. Там очень важно. На счете 3 мы в наше место силы Мгм. отправляемся. 1, 2, 3. Понимаешь, ты задаешь вот вопрос, а это нельзя никому знать, кроме тебя. Это, это твое, и даже мне, как твоему контактеру, не позволено лезть туда, потому что это запрещенное знание. Хорошо, Джулия. А теперь на счете 3 Отключи меня оттуда, потому что у меня тут немножко колбасит. отключаемся от тематики чаши, от всего, что связано с ней. 1, 2, 3. Да, есть. Так. На счете 3 открывай потоки Абсолюта, которые мощной волной
смывает Да, все хорошо. все отпечатки, все Мгм. энергии. Так, а теперь, Джулия, мы достигли конца сеанса. Теперь мы отключаемся от всех информационных каналов и потоков, к которым были подключены, стирая отовсюду все наши следы и энергетические отпечатки, и готовился к постепенному возвращению в бодрое состояние, свежими и полными энергиями, в то место, откуда ушли. 1, 2, 3. Я отсчитаю от 5 до 1, и ты позволишь своему разуму проснуться ясным и сосредоточенным здесь и сейчас. 5. Ты чувствуешь, как твое сознание начинает расширяться. 4. Твое тело становится легче, более присутствующим. 3. Слух и физические ощущения усиливаются. 2. Твои мысли ясные, как после спокойного сна. И 1. Открываешь глаза, полностью проснувшийся, с внутренним состоянием спокойствия и жизненной силы, заряженным новыми возможностями. С возвращением тебя, Благодарю. дорогие исследователи бессознательного! Мы достигли конца этого необыкновенного путешествия сквозь слои времени и скрытой памяти. Мы от всего сердца благодарим вас за ваше присутствие и реакцию на удивительную информацию, открывшуюся сегодня. Каждый комментарий, лайк и репост помогает нам продвигать наши исследования. Искренне благодарна Джулии, чей талант и открытость сделали этот увлекательный опыт возможным. Если вас заинтриговало видео, не забудьте подписаться и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить следующие сеансы. До следующей встречи. Оставайтесь любознательными и открытыми к тайнам, которые может раскрыть наш разум. Желаем вам мира и внутренних открытий. До свидания. Всего хорошего.